Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer. Мы продолжаем играть в игру Stationers. В прошлой серии я собрал схему включения-выключения света с интервалами для растений на чипах. Сегодня я продолжаю обустраивать свою базовую базу, да, базу. Вот. И моя задача сегодня посадить растения. Но прежде чем я посажу растения, я должен убедиться в том, что гидропоника получает соответствующее количество тепла и держится в определенном температурном режиме. Сейчас я буду с этим разбираться. Так, что мы имеем? Ну вот наша схема, да, есть. Еще раз на нее смотрим. Сейчас день. На датчике день, лампа не включилась. Теперь по температурному режиму. Что я знаю? Я знаю, что растениям нужен определенный объем углекислого газа и температура. Вот, кстати, перешли в тень, хотя солнце еще светит, но мы уже в тени. Есть необходимость включить свет, соответственно, свет включился. Так, температура у нас сейчас 32-36 градусов, и скорее всего она будет потихонечку расти, потому что и растения будут выделять тепло, и вот это вот все оборудование, в частности лампа, так точно нагревает потихоньку. Значит, у нас приоритет охлаждаться. Я думаю, что я не буду рисковать, сразу поставлю и систему охлаждения, и систему нагрева. И буду держать температуру в определенном диапазоне. Мне надо решить, где я схему положу для температуры. Здесь у меня стена занята прям вся. И это у меня занимает все пространство. Для температуры мне понадобится тоже какая-то часть стены, возможно даже, возможно, две. Посмотрим, может тут на втором этаже подняться. Я пока не знаю, подумаю. Наша задача сначала собрать понимание того, чем мы будем нагревать и чем охлаждать. У меня есть. Есть у меня, в принципе, кондиционер, но я его автоматизировать, наверное, никак не смогу. Его же нет выходов. Посмотрим, может, все-таки есть. Угу. Так, хорошо. Что есть по наборам? Я, наверное, так быстро не найду, да? Ладно, я помню, что есть обогреватели и есть охладители. Смотрим, что из этого имеется. Нагреватель, нагреватель. Как бы если они не в сгибатель труб находятся, да, обогреватели, а не в электронике. Ну, так и да, в электронике ничего нет. То, что я ищу. Так, а здесь что есть? Ну вот есть обогреватель газовой трубы, он мне тоже, в принципе, подойдет. Есть обогреватель жидкостной трубы. Я его уже сделал.
Верная машина. Портные трубы. Включитель мне понадобится позже. Бак отходов переполнен. Бак отхода переполнен. Ну так выпустим их тогда. Мне углекислый газ не помешает. А кислородика можно было бы изрядить. Критический уровень воздуха в резервуаре. Так, и продолжаем смотреть, что у нас здесь есть. Я помню, были радиаторы, но радиаторы мне, скорее всего, понадобится сталь, а стали у меня пока нет. Анализатор газа в трубе. Электрум нужен. Критический уровень заряда. Да что такое? Я то туда, то сюда. Ну, вот так тогда. Вот. Да, у меня начало электричество расходоваться в большем объеме, чем я накапливаю. Мне нужно уже решать вопрос с электричеством. Все, что ли? Закончилось? Да, все. Пустой. Пустой тут. Так. Что дальше? М, Вот. Охладитель и обогреватель. Вот мне сейчас они и понадобятся. Но у меня нет меди. Или чего там, золота у меня. Да, мне надо золото. По золоту у меня было что-то. Где-то был кусочек золота, вот он. Три грамма. Ага. Да, значит, надо вкидывать. Вот это у нас будет обогреть. Стоп, стоп, стоп. Мне нужен настенный охладитель. Да, вот этот. Так. И настенный обогреватель. Вот.
Что не делаешь? Так. Открытая будет. Один. И там, по идее, еще и второй выкинулся, да? 2 штуки. Ну, 2 штуки на мой объем, конечно, да. Вот у меня охладитель и обогреватель. Вот они мне и нужны. Что мне еще нужно? Мне, конечно, нужен был бы радиатор, чтобы уравнять температуру воды. Радиатор. Есть газовый радиатор. Золото и сталь. Есть жидкостный радиатор. Золото и сталь. Стали у меня нет. Значит, в данный момент мы пока не будем. Золото позднее доплавим. Разом. Так, дальше. Дальше мне еще нужен датчик температуры. У меня, в принципе, вот этот есть, я могу и с него считать. Но в моменты, когда я буду шлюзоваться, будет показывать марсианскую потом температуру. Поэтому мне датчик газовый надо. Датчик здесь отсутствует. Давай мне материалы. Я их переброшу сюда и сделаю еще один датчик. Сюда это куда, да? Так, наверное. Наверное, наверх. На мой датчик. Мне надо будет как-то наполнить для охладителя. Этого мне надо какой-нибудь коннектор для баллона, например. И вот такая штука, регулятор давления. У меня один есть. Мне остается только сделать гнездо для трубы. А где оно? Должно быть где-то здесь. В обмене. Аль. Обогреватель. Сферные машины. Так. Устройство смены фаз веществ. Интересно. Что такое? Трубное оборудование. Газ. Может, это оно? Я сделаю, посмотрю. Вдруг оно.
Не угадал. По расширителя. Низкий заряд. Я найду. Цистерна, это, конечно, мощно. Так, давай здесь посмотрим. Какой-нибудь коннектор. Верные машины. Вот, стойка для газового баллона мне нужна. Трубное оборудование. Так, ну все-таки да. То есть это оно. А, понял. Его можно крутить. Вот она. Вот она, то, что мне надо. Хорошо. Ведь надо это где-то организовать. Мне надо вот эта штука. Делаем. Я думаю, вот здесь вот ее расположу. Стороной только. Прямо. Она будет вот так. Да? Дальше. Я ее буду откачивать. Вертел называется. Ну, вот. Сюда ее буду откачивать. Так впритык нельзя. Получается вот так. Так, значит так. И у меня... Что наверх? Вот. Теперь сама труба. Какой там у нее будет объем? Ну пусть 2 будет. Что такое труба? Сколько она держит объема? И это труба. Ну вот, труба. Труба. Прямая есть труба? Вот, прямая труба. Объем 10 литров. Понятно. Понятно. Максимальное давление 6 мегапаскалей. Тоже понятно. Значит, получается, я здесь могу 2 объема полных баллонов воткнуть. 6 мегапаскалей. 6. Так будет. 3 раза по 6, 18 мегапаскалей суммарно. Ну, вернее, 6 мегапаскалей остается, только 30 литров будет, а не 10 литров. Неправильно говорю. Что такое атмосфера? Теперь мне надо эту штучку поставить. Так, она и будет охлаждать за счет этого жидкости газа. А сплавлять я туда буду свой углекислый газ. Вариант. Ну или могу чем-нибудь другим накачать. Ну, я думаю, углекислый газ пойдет. Там еще где-то были таблицы теплоемкости газов.
пока не хочу заморачиваться. Так, теперь электричество. Куда мы возьмем? Нам надо пройти или вдоль стены, или как. Давай, в принципе, вот так вот и пройдем. Прям вот нужно подняться в стену, но главное помнить, у меня там проходит по верху кабель, который занимается как раз. Здесь я не положу, наверное, да, или положу вот так. Положил. У меня там кабель солнечных панелей проходит. Мне вот не надо с ним сталкиваться. Поэтому у меня вот на этом уровне будет стоять, но не выше, обычный кабель внутренней сети. Вот. Теперь надо сюда же прицепить нагревайку. Нагревайку я подвешу, да, в принципе, здесь же вот так. Красиво, некрасиво, не знаю. Штуку потемнее. Вторую я могу где-нибудь тоже подвесить. В двух противоположных концах, например, комнаты, но не прямо на растениях. Давай вот здесь подвешу вторую. Уже, думаю, от этого никому не будет. Вот. Эту. Вот это. И вот эту. Работает. Работает. Работает, но ругается, да, потому что там нет объема в трубе, ничего. Здесь строим регулятор давления 0. Это справедливо будет по отношению к баллону. Штуку тоже надо подсоединить к сети, чтобы понять, с какой стороны, да? Сверху. Не дотягивается он до самого верха, дотягивается. Что нет. Не вижу, пойду посмотрю. Так, шлем закрыт. Она как раз, вот она. Как раз она вместе с основной сетью будет. Но мне это на самом деле сейчас не надо. И ниже я ее опускать не хочу. Сделаю пока вот... Нет, не сделаю. Хотел сказать, сделаю кренделечек, но не получится. Надо ниже опустить. Как бы ее опустить пониже. Этот ящик вообще здесь не в тему, да? Убрать ящик отсюда. Да. А что я там делал с этим проводом? По идее, с ним вот так ничего не делать. Ну что, ящик убираем, опускаем трубу ниже. И вот это все тогда тоже пойдет ниже. И даже по низу прям совсем уж. В порядке?
Надо вот это вот все аккуратненько скрутить, да переставить. Я, наверное, не поставлю там раме. Низкий уровень кислорода. Вниз я его никак не опущу, так получится. А? Датчик газовый я здесь поставлю. Да, можно. Это все можно пока, наверное, выключить, чтобы не расходовал энергию. Так не напасусь. Потом включу. Гудит. За что? Прибор пускаем вниз. Я здесь и сделал его, да? Трубы. Нравится? Он для разборки надо. Ага, ключ разводной. Разводной так разводной. Сейчас, наверное, прямо штуку ставлю. Так. Получается, не крути, а он либо вверх уходит кабелем, либо где-то вот здесь его внизу ставить. Либо вот так его поставить. Что мешает? Там или кабель, или я даже не знаю. Выясним. Я вот так не могу поставить. Что я могу? Здесь могу, здесь не могу. Ересь. Смотрим, что там за ересь. Низкое давление. О, шлем, шлем, шлем закрывали. Критический уровень кислорода. Критический уровень давления. Спокойно, друг, не умирай. Так. Да. Надо отсюда убирать.
Ай, как бы это сделать? Я уберу отсюда кабель. Подвину вот эту штуку. Да. Надо сделать выход. В общем, Критический скомпоновать. уровень обезвоживания. А еще пить хочется. У меня здесь еще выход очистителя воздуха. Так. Дрель, не дрель. Ключ. Критический уровень заряда. Все сразу, да? Давай мы батареечку тебе поменяем. Дальше. Пить он хочет. Где у меня водичка была? Водичку выпьем. Я попил, поел. Батончик шоколадный облизал. Облизал, потому что там 1% оставался. Я не думаю, что это много. Так, где эта штука? Вот эта штука. Значит, я ее... Баллон такой. Я ее ставлю. Так. Да, я дотянусь. А вот эту штуку мне нужно ставить пустиком вниз. Даже вот наоборот. Поворачивайся в правильном направлении. Мне ее надо как-то развернуть, чтобы она была от баллона до обогревателя, вернее охладителя. Ой, хоть местами меняй. Давай вот здесь поставим. Переворачивайся куда-нибудь. Вот так. Пойдет вот так. О. Вот. Наконец-то. Наконец-то я придумал как. Вот. То есть у нас получается здесь раз, два, три объема. Три объема. Здесь у нас 0 и 0. Так. Ух ты, это что такое? Это прям насос. Клапан продувки. Ладно, мне вот так надо. Мне надо 0. И проверим сейчас сразу.
трубу я, наверное, вот сюда выведу. Требуется замена фильтра. Кстати, мне вот интересно, смогу ли я без вывода трубы смотреть вот сюда, например, и понимать, какое там давление? Или это комната? Это комната. Так, а если я трубу туда воткну, так, чтобы она сюда лицом смотрела? Какую-нибудь вот такую. Я буду смотреть на трубу, видеть, что там давление 0 и 30 литров доступно. Рабочая схема, в принципе, а чё нет? Так, и теперь это надо гадость к электричеству подключить. Так, так, так. Куда мы там втыкаем кабель? Вот, снизу. Снизу он пойдет у нас. Вот тут внизу есть кабелечек. Вот таким образом. Нету? На всякий случай, чтобы концов не было. Вот. Включается, включается. Отлично. Теперь проверяем. Я туда ему свой баллон Критическое и состояние включаю. бака отходов. Да, критическое состояние бакового отхода, потому что его нет. Вот, в баке отходов объем уменьшается, давление падает. Медленно, конечно. А здесь давление растет. Вот я до 6 мегапаскалей могу накачать. Там у нас падает. А здесь уже 2, 4, ну, прилично. Там 30 литров, а здесь 64 литра. Ну, конечно. Я 2 раза этим баком могу наполнить. Температура 81 градус. Ничего себе. Так, откачал. Отлично. Включать. Там у нас есть объем, есть давление. 81 градус температура. Жидкость. Ну, не жидкости, газа, да? Так, и если я включу, он запустился и начинает охлаждать мне здесь. А у меня 39 градусов. 38, 39. Давай здесь у меня непосредственно 38,5. Падает потихоньку температура. Охлаждайка такая, да? Просто справится ли она? Или мне нужно будет больше? И мне даже там какой-нибудь расширительный бачок поставить и еще одну охлаждайку вот где. Так, ну посмотрим. Есть, конечно, еще один хитрый способ нагреться, вернее, охладиться. Это подкачать внешнего воздуха сюда. С улицы. Но не вижу особой эффективности. Она будет долго и мучительно тянуть с внешней атмосферы э, газы. Там очень разряженный плотность всего 2 килопаскаля на улице, поэтому очень сложно что-то оттуда захватить. 39,3 градуса. СО2 всего 17 молей.
Я, наверное, на улице поставлю какой-нибудь и там придумать. Ладно, придумаем, как охладиться в случае экстренной ситуации. Так, мне надо теперь обогреватели. Работают? Работают. Охлаждайка, в принципе, работает. Медленно, но уверенно. А, наверное, сделаю еще один там расширительный бачок на улице. И даже два. Мне как-то не нравится то, что здесь 3 мегапаскаля, сразу максимум 6. Температура 177 градусов. Контраст такой. Пойдем посмотрим, что мы там можем сделать. Ну, сделать мы здесь можем следующее. Нам надо вот этот объем трубы увеличить, собственно, в объеме. Для этого можно вывести какой-нибудь типа патрубка вот так в сторону. Высокий уровень голода. Да, и уже кушать хочется. Здесь я видел, можно трубочку вот такую сделать. Прям газовый контейнер. Вот. Я думаю, он с улицы будет охлаждаться вполне себе неплохо. Смотрим на него. 400 литров. Да, здесь прям вообще. Гуляй не хочу называется. И в него можно, в принципе, весь свой углекислый газ скачивать. Хотя там я вижу кислород имеется. Вот, и он мне будет, я думаю, надолго резервуаром. Так, так, так. Надо ли мне эту фигню подключать к электричеству? Я думаю, пока нет. Теперь вопрос вопрос в чипах, собственно, и вопрос в том, что мне нужно сделать автоматику на включение и выключение нагрева. Мне надо еще на нагрев таких вот два блока памяти. Так, где у меня здесь? То. Где у меня что? Давай выгружай. И закинем это вот сюда. Да, это скорее вот так, да? Я не угадал.
Сюда. Да. Чип памяти. Делаю 2. Это будет минимальная температура и максимальная температура. Раз. И 2. Дальше. Чип водовывода и чип обработки. Я думаю, что чип водовывода мне понадобится еще. Чип. Пока штук пока не знаю. У меня есть 1, да, и ну, давай еще сделаем 3. Там, если что, еще доделаем. Я сейчас буду по ходу схему строить. И в данный момент я вообще не представляю себе, как она должна выглядеть, что она и как себя там внутри. В общем, моя задача сделать, чтобы нагреватель включался, когда температура больше, чем минимум, а охладитель включался, когда температура меньше, чем, вернее, меньше, чем максимум, да, вот. Наоборот, вот есть температура, если она больше максимума, ее нужно остудить. Если меньше минимума, нагреть. Вот это вся логика, которую я сейчас себе представляю. Так, и память. Мне опять желательно бы стеночки развернуть, да? Так, а я себе там где-то с той стороны на всякий случай что-то лепил. А, ну у меня вот 4 штуки есть. Можно не на всякий случай лепить. Отлично. Шлем закрыт. Пойдем на улицу. Лепить я буду это все дело где? Где-то я вот с этой стороны собирался лепить. Вот. Раз, два. Как бы еще и наверх не залезть. Давай наверх еще поставим. Так. Главное не забыть. Вся стена, кроме места, где вода. Вся стена, кроме места, где вода. Ну, вот хорошо, отковыриваем тогда. Тут. Да, место, конечно, как говорит, кот наплакал. Ну, пусть он еще поплачет. Я здесь буду стоять. У меня где-то были лесенки. Да не это. Собственно, вот с этой стороны оперировать задачами. Хочу ли я здесь ходить? Да, наверное.
памяти. У нас будет минимум и максимум. Сразу подпишем. Критический уровень обезвоживания. У нас будет max темп. Будет у нас min темп. Максимальная и минимальная температуры. Критический уровень обезвоживания. Попить, наверное. Водичка. Все, закончилось. Угадал, не закончилось. Что я бегаю? А, да, в электронике, наверное, нет лампочки. Лампочка где-то в следующем принтере. Ладно. Значит, хорошо. Макс темп и мин темп. Дальше. Вот это у нас газовый датчик, который будет мерить температуру комнаты. Это у нас будет room temp. Теперь мы с него читаем температуру гридером. Туда. Так, это что такое? Это мой локальный кабель. Ага, вот он. Room temp. Мы с него будем читать температуру. Ну, 313 кельвинов. Прекрасно. Ай, сколько там у нас в кельвинах на Цельсий? Мне, наверное, нигде не написано, да? $217 или сколько? Или 275? Я проще загуглить, блин, чем искать в своих записях. $273,15. Это у нас количество кельвинов в соответствии к 0 градусу. Окей. Значит, 313. Критический уровень голода. 313 минус 273 и 15 получается 39,85. Это у нас 39,85. Надо ли мне сразу пересчитать